Добрый вечер, друзья! Я приветствую вас на своем канале. А я потихоньку убираю орхидейки со стеллажа, осматриваю их, поливаю. Вот уже и на нижней полочке, и на верхней понемножку спускаю, чтобы посмотреть, пора их поливать или нет, как их состояние. И вот иногда полезно, когда снимаешь орхидейки с полочек и еще лучше их рассматриваешь, потому что на первый взгляд кажется, что все хорошо, а когда каждую берешь в руки, рассматриваешь ее и видишь, что не так. Вот, например, орхидейка Motion. Я уже ей снимала один лист недавно. Желтый он был от основания. Я его удалила, с шейкой было все нормально. А сейчас, представляете, один лист был наполовину желтый, и внутри была чернота у шеи, у листа, который я сняла. А так, вроде шейка нормальная, но у нее такой не очень хороший красноватый круг у стволика, по стволику орхидейки. Не знаю, посмотрим. Бывает, у меня уже такое недавно было у орхидейки Исмаэли. Я ей сняла листы, с ней все хорошо, она стоит. Дальше не желтит листочки. Так что будем надеяться, что будет все хорошо. И вот я каждую достаю, смотрю корешочки, поливаю. Вот эти уже полила, они у меня пьют. Сегодня я еще вдобавок к поливу и к протиранию пыли на полочках, пыли на листиках орхидеек, я промазываю орхидейки реанимашки, у которых нет корней, препаратом Rebuff Extra. Прям не разбавленным мажу шеи у этих орхидеек. Вот у моей новиночки, которую я купила без корней. И мои мальвины. И еще белая с красной губой Red Lip. Вот я им всем промазала шейки. И сегодня я поливаю орхидейки с удобрением Агрикола для орхидей. Вот эту орхидейку я, кстати, это та, которую я покупала, и не знаю, каким цветом она цветет по уценочке. И она была практически без корней. Вот я ее тоже мазала препаратом Rebuff Extra, и у нее выросло 3 шикарных корешочка, такие красивенькие. Такие лапочки. Так приятно на них смотреть. Так что Rebuff Extra помогает. А еще моя орхидейка Тайсука Анна. Я тоже ей один раз помазала шейку, потому что она потеряла где-то 2 или 3 корешочка при адаптации. И у нее тоже растет 3 корешочка. Такая умничка. Сейчас вам ее покажу. Вот у нее растет 2 корешочка у основания шеи. Вот один и второй. А еще вот корешочек, который она продлила. Он у нее в росте. Так что она умничка. А то я уже чуть-чуть переживать начала, что она после адаптации начала скидывать корешочки. У нее вот немножко есть корней, но видите, и испорченные тоже есть. Так что, слава богу. А еще посмотрите, как хорошо растет детка у Эквестриса. Какие у нее хорошие корешочки. Видите? Уже видно невооруженным глазом. 2 корешочка. Но ее я не мазала препаратом Rebuff Extra. Она сама такая умничка. А еще я мазала деток своих орхидеек. Вот эту. Это Кобрион. Это детка орхидейки Кобрион. Но у нее не растут пока корешочки. Что-то вот остренькое есть, но пока не прорезались корешочки.
Это на цветоносе у меня детка. А здесь прикорневая детка. Ну, пока я ее не разглядывала, но вроде бы там нет корней. Видите, уже опять пора протирать. Вот сейчас я и буду. Хотя недавно протирала. Ужас, откуда так быстро берется пыль? И вот еще детка в орхидейке Sunset Love. На одном из цветоносов. На кончике цветоноса. Тоже я ее промазывала Rebuff Extra. Но корешочков пока не наблюдаю. Смотрите, что у нее с цветоносом. Он пожелтел. Конечно, страшновато. Возможно, он вообще отсушится. То, наверное, у окна стоял и подмерз. Потому что прислонялся к окну. Жалко, конечно. Будем надеяться, что не отсохнет. И сейчас я буду поливать эту орхидейку, которую не знаю, как она цветет, какими цветами. Тоже с удобрением ее пролью. И классные корешочки, такие яркие. У них кончики зелененькие. Вообще прелесть. Не правда ли? Умничка какая. А то у нее в горшке совсем почти не было корней. Сейчас покажу, что в горшочке у нее творится. Так. Видите? Тоже раскуклились. Небольшое количество корней, которое было. И то это тоже наросли вот из таких сухих кончиков. Видите, здесь нет корней. Только там немножко. Вот какая прелесть. Как приятно, когда орхидейки оживают и растут хорошо. Прям чудо какое-то. Не одни расстройства, а еще и радости. А это у меня орхидея Big Lip. И вот у нее есть корешочек, который высох. Я хочу его обрезать до живого места. Только сухое отрезать. А это моя недавняя покупка. Орхидейка, которую я думала, что она очень сильно похожа на орхидейку Кембридж. У нее растет листик. Она умничка. И вот как я смотрю, что пора поливать. Видите, корешочки серебристые. Уже пора. Кстати, меня спрашивали, где я покупала эту бутылочку для полива. Она называется бутылка для полива растений. 500 миллилитров. Можно на любом маркетплейсе написать и найдете. Очень удобно поливать, а особенно, когда на стеллаже много растений, пролезть и аккуратненько полить. Видите, она немножко заваливалась, и я ей подложила пробку, чтобы она ровненько росла. Так, немножко налили водички. Пускай пьет. Так, еще немножко долью. С удобрением я сегодня поливаю орхидейки, которые не цветут. Цветущие орхидейки нежелательно поливать с удобрениями, а то они сбросят свое цветение. Или в очень малых дозах, чтобы поддержать растение, которое аж желтит и теряет листочки от
избыточного цветения. Бывает и такое. А препаратом Rebuff Extra я обрабатываю уже 3-й раз орхидейки. Всего нужно 5 обработок. Полила орхидейки, протерла им листочки, осмотрела, протерла полочку. Можно опрыскать орхидейкам листочки. Сегодня я еще не опрыскивала, вот первый раз. Поставила следующий ряд орхидеек и тоже их опрыскаю. Так, теперь следующая полочка. Орхидея Тунис. Тоже пыльная. Смотрим, нужно ли ее поливать. Конечно же, нужно. И протру ей листочки. Протерла листики. Ее я, кстати, тоже поливала с удобрением. У нее уже 1 цветочек остался. Так что уже можно поддержать ее, чтобы росла хорошенько. И набиралась сил. Далее орхидейка Sunset Love. Польем ее. Она очень любит пить. Постоянно пересыхает быстро. Так, и хочу деточку промазать препаратом Rebuff Extra. Потому что, как вы видели, цветонос у нее, на котором она держится, что-то с ним не то. Чтобы деточка побыстрее нарастила корешочки, я уже ее мазала, наверное, 1 раз. Еще раз помажу. Следующая орхидейка — это орхидейка, которую я покупала по уценочке, без цветочков. Я тоже не знаю, как она будет цвести. Она у меня тоже адаптировалась. И посмотрите, как у нее растут корешочки прям посреди шеи. Мне кажется, это она обновилась, и это из точки роста растет деточка. Сейчас мы ее тоже польем, протрем ей листики. Я ее не пересаживала. Я стараюсь не трогать новые орхидейки и не тягать их из горшка в горшок, чтобы они адаптировались и наращивали корешочки в своем горшке. Видите, какая красота из корешочков. Она у меня заваливалась, потому что у меня в горшке не очень много корней. Вот я ее подвязала на палочку. Она листьями похожа на орхидейку Motion. Чем-то мне напоминает. Возможно, это она и есть. Надписи на горшочке нет. Вот корешочки наши. Пускай пьет орхидейка. Это моя орхидейка Горизонт. Как-то она неохотно растет, в каком-то ступоре находится. Ни новых корешочков, ни листочков.
Ей протерла листочки, полила ее. Сейчас будет впитывать водичку корешочками. Плодонос ей полностью не отрезала. Возможно, когда-нибудь пробудет почечку. Это моя многострадальная Феррара. Никак и не помрет, и не растет. Немножко водички на дне. Пусть стоит. Вот что-нибудь произойдет. Это орхидейка Лека Фантастик с деточкой. Я сейчас деточке помазала шейку препаратом Rebuff Extra, потому что корешочков я не наблюдаю у деточки. Протерла и расставила по местам задний ряд орхидеек. Здесь у меня в основном малыши. Еще моя орхидейка Лека Фантастик с малышкой. И горизонт. Не малыш, но который не растет. Сейчас я всех тоже опрыскаю. И приступаем к хоечкам. Тоже их нужно опрыскать. Расставила остальные орхидейки и тоже их из пульверизатора попшикаю. Потом обязательно всем протру точку роста. Веточку обязательно попрыскала. А остальные полочки покажу вам в другом видео, как буду протирать, поливать. Ну все, мои дорогие, буду с вами прощаться, чтобы не затягивать видео. До скорой встречи, до новых видео. Пока-пока.